Я, кто звук там? Максим, а кто, у кого звук? The initiation here, I'd like to emphasize a few essential points. Итак, перед тем, как я приступлю к передаче этого посвящения, я бы хотел остановиться на некоторых ключевых моментах. Now, in one way, I have heard that here in Moscow and in Russia, you are blessed with the presence and the continued teachings of many teachers from various traditions, and so it seems like a very rich place with a lot of different practice centers that are practicing all the three yanas within the Tibetan Buddhist tradition. Итак, прежде всего я слышала от людей, что Москва — это место, которое благословлено приездами многих учителей, место богатое в плане присутствия в нем во всей полноте учений трех ян, трех колесниц. Существует масса центров и учителей, посещающих эти центры, дающих наставления и учения, посвящения в различных традициях. And so many of you are probably familiar with receiving empowerments and in knowing what it is and what it entails. И, наверное, многие из вас знают, что такое посвящение, что означает получение посвящения и какие у этого последствия. At the same time, it also seems that there are many of you who are fairly new into Buddhism and perhaps may not have that much of an idea of what is going to happen. И в то же самое время кажется, что какая-то часть из собравшихся здесь являются новичками, людьми новыми и не вполне понимают, что такое посвящение и о чем вообще это. So keeping two diverse groups from people who are very deeply trained in and are aware of what is an empowerment, to also keeping in mind a lot of people who are not really aware, what I'd like to do is to take this evening's opportunity to go through the initiation as a way of also explaining what it means. Итак, памятуя о том, что мы имеем две группы людей, тех, кто знает, что это такое и как с этим обращаться, и тех, кто не имеет особых каких-то познаний, глубоких познаний относительно того, что такое посвящение, что такое абхишека или ванг по-тибетски, я и хочу провести этот вечер за передачей этого посвящения и попутно объясняю, что есть что. So, because of the explanation together with the initiation, it might go on for a little while longer. And this evening, I don't want to keep a break in between, so you might as well understand from the beginning you're going to be sitting there for quite some time. И поскольку это будет дано в таком формате, посвящение, передача посвящения с попутным объяснением, с попутным толкованием, комментарием, готовьтесь к тому, что перерыва не будет, и что вы посидите в этой позе, на этом месте энное время, без перерыва. Now, prior to even this, then, I would like to emphasize one thing, and that is any kind of initiation, but particularly initiations that belong to a pithy and a profound path of practice, such as this evening I have been asked to give the Vajrakilaya, and keeping in mind the request, I will do parts of it. However, such would then also require people to have minimum refuge. И памятуя о том, что посвящение, которое было спрошено и которое будет даваться, посвящение Ваджракилая относится к глубинным инструкциям, к глубинным практикам и наставлениям, необходимо помнить о том, что минимальным исходным базисом для получения такого посвящения является наличие прибежища. There are some of you who probably do not have refuge and at this moment will not be taking refuge since you're already in the room, so it's okay to be. But nevertheless, an explanation of what refuge is, and then those who have asked to take refuge, I will do a refuge first. Итак, памятуя опять же, что в этой комнате присутствуют разные группы людей, для тех, кто уже имеет прибежище, они все понимают. Для тех, кто решил принять прибежище, теперь я им его дам, то есть они его получат. Для тех, кто его не имеет и получать не собирается, поскольку они уже находятся в этой комнате, мы их выгонять не будем, они могут сидеть и слушать. In the very beginning, I think it's very important for everyone to recognize
one question, and that is, why am I somebody who is beginning to meditate? Why am I a Buddhist? Why am I understanding or trying to learn about meditation and Buddhism? If you are already a Buddhist practitioner, you might as well say, what does it mean to be a Buddhist practitioner? What does it actually mean to be a Buddhist? Someone who is curious about any spirituality, whether Buddhism or transcendental meditation or any other kind of meditation forms, might also have to ask oneself, with what intention? Why am I entering into an arena, a field, a practice path such as meditation? Итак, прежде всего мы должны задаться вопросом и постараться ответить себе на вопрос, почему меня влечет на духовный путь, почему я хочу стать буддистом, почему я хочу заниматься медитацией, почему я хочу обладать прибежищем. Если мы уже являемся буддистами, мы должны задуматься и вновь ответить себе на вопрос, почему я этим занимаюсь и что для меня это значит. Что для меня значит медитация, что для меня значит практика буддизма. Если мы исповедуем какие-то другие формы религии, другие учения, если мы занимаемся иными формами медитации, например, трансцендентальной медитацией, мы также должны подумать о том, что для нас значит та или иная форма духовности, та или иная форма медитативной практики. To that, the common answer that should be realized is that one does not belong or join or begin to practice any spiritual path of practice, particularly Buddhism, in the same way that you would join a club, for example. If one were to join with the same intention as joining Club Med, for example, then that is, again, not the real reason why one would cultivate the path of Buddhism. Итак, прежде всего необходимо понимать, что ответом на этот вопрос не может быть ответ, подобный тому, как для чего я присоединяюсь к этой традиции, почему я хочу практиковать эти вещи, выполнять эти медитации. И мотивация, если ваша, подобна тому, как вы присоединяетесь к какому-то клубу, оздоровительному и спортивному клубу, например, вступаете в клуб Club Med, и поэтому вот с такой же мотивацией вы присоединяетесь к духовному пути, это не будет верным ответом. Being able to enter into a spiritual path means dedicating one's life, one's understanding, one's being to accomplishing qualities that are beneficial for oneself and for others. Вступление на путь духовного развития, вступление на буддийский путь означает нашу готовность, наше стремление развивать в себе определенные положительные качества, стремиться к определенным духовным реализациям, избавляться от качеств негативных для принесения пользы самим себе и для принесения пользы другим живым существам. Это наша решимость осуществить это. So as a Buddhist, one would say, I am a human being with the capacity to generate genuine kindness and genuine wisdom. And therefore, I am going to meditate to developing this. I am going to practice to developing this. All the things that I hear in terms of Dharma, all the methods of meditation that I have, any understanding of the essence of the Dharma should be and is for the purpose that the two qualities of genuine kindness and genuine wisdom may unimpededly arise within this life, which is endowed with those qualities intrinsically. Итак, для нас, как для буддистов, верным ответом на этот вопрос должен являться следующий ответ, следующая формулировка. Мы занимаемся этим, мы вступаем на духовный путь для того, чтобы развить в полной мере те внутренне присущие нам качества подлинной, любящей доброты и мудрости. Все эти аспекты буддийской практики, которые мы выполняем, все эти медитации, единственной целью своей имеют развитие в нас и доведение до совершенства этих присущих нам качеств, внутренних качеств, любящих доброты и мудрости. Normally, in today's times, the word compassion and kindness is so often used that because of its common usage and because you hear about it and read about it so many times, often what has happened is we begin to think these qualities as essential, but at the same time something that is simple, something that is basic, which is a very big misunderstanding. Итак, поскольку в лексиконе современного мира такие термины, как любящая доброта и сострадание, являются очень часто употребляемыми, употребляются по любому поводу, у нас создается иллюзия, что это что-то такое весьма обыденное и легко достижимое, что-то очень базовое, доступное и легко осуществимое. Но это не так. Theoretically or intellectually, as much as it's easy to understand the word kindness or compassion, in practice it is one of the most difficult things to cultivate. Будучи весьма легким понятием для интеллектуального постижения, для рассудочного постижения, такие состояния сознания, как любовь и доброта,
и сострадания, они легки для понимания умом, но они весьма трудны, весьма труднодоступны для порождения, для культивации в собственном сознании. So no matter how difficult it may be to visualize 1,000-armed deities or 11-headed deities or 3-headed deities or recite millions of mantras until your tongue gets entirely tired or to sit in caves for long times, although these are difficult things to do, but in comparison to practicing kindness, it is very easy. Итак, различные практики визуализации, тантрические визуализации божеств с тысячами рук, с 11 головами или с 3 головами, начитывание миллионов и миллиардов различных мантр до момента, когда язык ваш совершенно устанет и, так сказать, лишитесь всяких сил. Все это может показаться вам весьма трудным, весьма трудоемким и невыполнимым. Но по сравнению с этим порождение в своем сердце подлинной любящей доброты и сострадания гораздо сложнее. Therefore, underestimating the importance and the difficulty of practicing kindness must be carefully thought about by all meditators. И поэтому всем медитирующим необходимо очень внимательно относиться и к этому моменту и стараться избегать недооценки важности и трудностей порождения заботы, любви и сострадания. Because today, spirituality with its growth is also facing the difficulty where a lot of people hear the word compassion and kindness, but then have almost a sense of this is an easier practice to do and get fascinated with more the complicated methods of visualization and recitations and liturgies. И в духовности сегодняшнего дня существует закрыта такая опасность, поскольку такие понятия, как забота, любящая доброта, сострадание часто упоминаются в суе и часто упоминаются по любому поводу. За счет этой чистоты упоминания создается впечатление у практикующих и может создаться у нас, что это нечто весьма обыденное, легкое, и мы перестанем придавать этому должное значение. Why is it difficult? Is because the true kindness arises on a ground of gaining victory over self-attachment. Почему развитие подлинной заботы, подлинной любящей доброты столь сложно, столь трудно? Потому что она может развиться лишь на фундаменте, лишь на базисе отказа от мыслей, цепляющихся за наше «я», от эгоцентрических мыслей. Therefore, as a Buddhist, when you are beginning to learn meditation, when you are meditating, whichever stage you might be, whether you are a senior practitioner, whether you have been practicing for a long time, or are a new practitioner, intention must always, the motivation must always be founded with the correct understanding that this is the path of spirituality that I undertake for the sole reason that I may be able to really gain victory over self-attachment, and that victory over self-attachment may resonate with the quality of genuine compassion, genuine kindness, and wisdom. И поэтому для нас, как для буддистов, вступающих на путь медитации, вступающих на духовный путь и продвигающихся по нему, всегда важно отдавать себе отчет в том, что единственной целью всех наших практик является достижение состояния, в котором будет минимализировано наше цепляние за «я», наше себялюбие, наш эгоцентризм, достижение отсутствия этого состояния в нашем сознании, которое будет естественным образом резонировать и гармонично переходить в состояние альтруизма, в мысли любви, заботы об окружающих, в мысли сострадания. Therefore, the beginning must be with the motivation of may this meditation, may everything that I hear in terms of teachings, may any moment of contemplation and practice that I may do be based upon the intention that I do it with the understanding that this must lead to lessening of self-attachment, self-grasping. И поэтому изначально мы должны иметь мотивацию, укрепиться в мотивации, внимая словам Дхармы, практикуя учение, воплощая его на практике, что пусть все эти действия мои приведут к тому, что во мне усилится постижение что пусть убудут во мне мысли себялюбия, мысли эгоцентризма, мысли цепляния за «я». And as you progress, as you live day by day with your practice and meditation, there must always be the conclusion of examining that because of the meditation, because of the teachings, because of the initiations, how much actual change is happening inside of yourself in that
where you examine and see how lessened or how much the decrease of self-attachment has truly arisen. И также в нашей практике, в нашей повседневной практике также постоянно должен присутствовать момент такого последующего контроля за нашим состоянием, за нашим прогрессом. К чему ведет наше изучение положений буддизма, наше обучение, наша медитация, те посвящения, которые мы получаем, и то, как мы воплощаем их на практике. Влияет ли это на уменьшение нас внутри себялюбия, взращивает ли это наш альтруизм? Мы должны отслеживать это и отдавать себе отчет в этом. So from a state of ignorance where the mind is grossly under the influence of self-attachment, where you love yourself so much that you are unable to generate the human awareness and the human quality of genuine kindness, which is our natural ability. From that state to going into a transformed state of wisdom, where lessening self-attachment and generating natural, honest and true selfless compassion is said to be the essence of Buddha Dhamma. Итак, сущностью Будда-дхармы, сущностью буддийского учения является эта трансформация, которая совершается в нас, когда мы переходим от омраченного ума, погрязшего в неведении, неспособного породить, в полной мере развить изначально присущие нашей природе эмоции любви, сострадания, заботы по отношению к живым существам, к состоянию всеведущей мудрости, очищенного ума, очищенного сознания, в котором в полной мере развиты эти прекрасные качества. So taking refuge, which often people think and associate with becoming a Buddhist, in some ways it is often said that you are a Buddhist or formally you enter Buddhism by taking refuge. But essentially, if you think carefully, whenever a human mind thinks from unselfishness I should change to being a kinder person, is that moment when actually inside of yourself, naturally, you begin to take refuge. И процедура принятия, передачи и принятия прибежища, которая в умах большинства людей ассоциируется с таким формальным, ритуальным моментом вступления в ряды буддистов, то есть присоединения к буддизму, и после этого человек считается буддистом. По сути, она всякий раз, когда в нас возникает мысль, всякий раз, когда у нас возникает устремление преобразиться из этого состояния эгоцентричности, из состояния себялюбия, преобразить свой ум и стать человеком альтруистичным, заботящимся о других и любящим других, всякий раз в нас функционирует это прибежище, всякий раз мы принимаем прибежище. So a person who may not formally take refuge, but inside the heart of that person there's a sense of willingness and wanting to and really working with genuine kindness, such as a person who naturally has the essence of refuge. On the other hand, we may have formally taken refuge, but if we are not going to develop the quality of genuine kindness, then such a person is only for namesake a person who has refuge, otherwise the quality of refuge is not endowed in such a person. Итак, мы можем иметь ситуацию принятия прибежища, формального, ритуального принятия прибежища или отсутствия ритуального, формального прибежища. Необходимо помнить, что сущностью прибежища является именно эта мысль, устремление к альтруизму, отказ от эгоцентризма, стремление служить другим, любить других и заботиться о других, быть сострадательным человеком. Это сущность прибежища, это сущностная природа прибежища. У нас оно может сопровождаться прибежищем формальным, когда мы принимали его через определенный ритуал, оно может отсутствовать, формальное прибежище. А также возможна и полярная ситуация, когда у человека присутствует формальное прибежище, и он на словах принимал это прибежище, но не практикуя и не стремясь к этой трансформации, о которой мы говорили ранее, человек это будет буддистом и имеющим прибежище лишь терминологически, то есть лишь номинально. If you don't make a nice thing but you put made in Russia on it, it doesn't necessarily mean it's a very good thing that has been produced. Likewise, like the wrong false labels that a lot of people use, like that, I took refuge from His Holiness so and so and so and so forth, that does not necessarily make you a good person. И это будет подобно какому-то товару, выпущенному в какой-то стране третьего мира, и на который прилеплен лейбл или поставлен штамп, сделано в России, например, или сделано в США или где-то в Японии. Это не будет делать, это не сделает этот товар товаром высочайшего качества. И поэтому также и практикующий, если мы говорим, что я принял прибежище от его святейшества Далай-ламы, я принял прибежище от этого святейшества, это не делает нас подлинными буддистами. And so, however,
having said that, then if someone says, then why do we need to formally take refuge, is then only because of the inability to remain true to our intention. Inability to remain true to our intention. Therefore, formal refuge is necessary also. Someone might ask, if that is so, why do we need to take it formally? Если ситуация такова, то кто-то может задаться вопросом, а зачем тогда вообще формальное прибежище, ритуальное прибежище? Оно закрепляет ту волю, которую мы выражаем, ту волю, которую мы, это как бы является оформлением той воли, которую мы изъявляем. Human mind and human untrained mind can always be very tricky. For example, every New Year we make New Year resolutions. I'm not going to smoke, I'm not going to eat meat, I'm not going to drink alcohol, I'm not going to tell lies, isn't it? And it lasts for 5 days, 1 week, 2 weeks, and so forth, and then your New Year resolution breaks open. That's how habitual tendencies to break free from them requires a little bit more than just motivation. И человеческий ум, в особенности неусмиренный человеческий ум, весьма такая коварная и хитрая структура, которая склонна к обману, к различным рода уловкам. Так все мы в той или иной степени знакомы с такими новогодними обещаниями или обещаниями понедельника, когда мы каждый год клянемся, ну вот в этом году я точно не буду курить, я не буду пить, я не буду есть мясо, я не буду лгать, и так далее, и так далее. И через какое-то время эти обещания, новогодние обещания сходят на нет, и дней через 5 мы уже продолжаем заниматься тем же самым. Опасность такая существует и в этом плане. And therefore, the formality of taking refuge, especially from a preceptor or from a teacher who gives you refuge in the presence of witnesses, is what we call leaving less ground for yourself to make excuses for not keeping true to the commitment with which you then begin to meditate. И поэтому формальное принятие прибежища от мастера, дающего это прибежище в процессе какого-то ритуального действия и в окружении свидетелей, помогает нам придерживаться данного обещания, формализует его, делает его публичным, помогает нам придерживаться тех правил, которые мы для себя избрали и которые, так сказать, вербализовали. So one can take refuge inside and say, from today I'm going to be a very kind person. It should be all right. There's no reason why you need to take it from someone else. But then when you take it alone without witnesses, without there being anyone to support your commitment, it's often also seen that we may forget about it very easily, or we may come up with various reasons and excuses for not keeping true to such a commitment, such a promise. Как мы можем сесть наедине сами с собой и сказать себе, отныне я буду хорошим человеком. И это прекрасно, и это надо делать, и может быть так оно и случится. Но велика опасность того, что мы это быстро забудем, найдем наш ум найдет какие-то отговорки, пойдет на какие-то уловки, и мы откатимся к тому положению, в котором до этого находились. Когда же мы делаем это публично, когда мы это вербализуем, и это связано с определенным ритуальным действием, с определенной церемонией, выше вероятность того, что нам это не удастся. So taking it from a teacher, taking it in the presence of the Sangha as the witnesses, is said to strengthen the commitment with what is called the protection of embarrassment. So that the promise that you make to developing kindness is witnessed by the others, and if you're not going to remain true to your commitment, then the Sangha or the teacher reminds you that you have taken that commitment. Итак, публичное и формальное принятие прибежища от учителя, которого вы уважаете, и в окружении собрания практикующих, которые вы также уважаете, может послужить тем фактором, как бы препятствием позора или препятствием стыда. Приняв публично и дав публично перед ними эти обязательства, нарушить их явится для вас определенно, гораздо сложнее, нежели обязательства, данные самому себе. И поэтому этот аспект учитывается и говорится о пользе формального прибежища. So taking refuge should be seen as entering the Buddhist teachings and the Buddhist path, and knowing that that path requires one to commit to generating genuine kindness. Как принятие прибежища именуется вратами в буддизм, процедурой вхождения в ряды буддистов и, так сказать, началом пути развития любящей доброты и сострадания. When one takes refuge, formally one takes refuge into the three jewels, the Buddha, Dhamma and the Sangha. Принимая прибежище, мы говорим об объектах прибежища, трех драгоценностях – Будде, Дхарме и Сангхе. In general, of the various aspects of Buddha, Dhamma and Sangha, in general, there is the outer perspective and the inner perspective. При взгляде на три драгоценности, Будду, Дхарму и Сангху, мы можем смотреть на них под двумя углами или в двух
планах, мы говорим о внешнем аспекте и об аспекте внутреннем. If one thinks an outer reference that is needed or is required in order that you become a good person, a human being with the qualities of genuine kindness and wisdom, mindfulness, then those outer refuges or the outer three jewels are the reference that give us the reminder, the protection. В внешнем ключе и во внешнем плане три драгоценности, три объекта прибежища являются для нас теми внешними ориентирами, ориентируясь на которые мы будем развивать себя в нужном направлении, развивая собственную мудрость, собственное сострадание, любящую доброту, осознавание. And therefore, in that sense, the three jewels are seen as Buddha, the first teacher, Dhamma is the second jewel, the teachings, the body of teachings and profound instructions and the words of wisdom that begins to be the path of our practice, and the spiritual community of friends who guide us, protect us, and inspire us on the path of practice. These are the three jewels, Buddha, Dhamma, and the Sangha, in the outer reference that then allows us to reminding of the commitment of generating compassion and wisdom. Так в терминах или в контексте внешних объектов прибежища или объектов внешнего прибежища мы говорим о Будде, Дхарме и Сангхе. Говоря о Будде, мы подразумеваем под этим термином учителя, принесшего Дхарму в мир, впервые преподавшего ее людям. Затем мы говорим о Дхарме как о собрании учений, различных высказываний, слов, наставлений и формальных учений, данных Буддой, то есть о той информации, содержащей в себе учение Дхармы. И говоря о Сангхе, мы говорим о собрании, о сообществе, практикующих духовный путь, тех, кто поддерживает нас, тех, кто является нам опорой, тех, кто защищает нас, тех, кто наставляет нас. And therefore, from the very basic or from the very beginning stages, the general stage is regarding Buddha as the teacher, the embodiment of teacher of our times, Dhamma as the path of practice, and the Sangha is the community within which you practice. Итак, мы рассматриваем Будду как изначального учителя нашего времени, Дхарму как путь, духовный путь, который мы практикуем, доктрину, и собрание мы рассматриваем как духовных сотоварищей. So when one takes refuge with the intention that through the path of teachings and meditation and training and instructions that were given to us from the beginning by Shakyamuni Buddha, with the help of the Sangha, may I truly be someone who is from today going to commit to the path of practicing compassion, unbiased compassion for all sentient beings. It is with that intent to do that particular path of practice, to developing that essence, that one enters formally into the Buddhist teachings. Итак, принимая прибежище, мы стремимся войти в ряды буддистов со следующим намерением. Путем практики, путем изучения, путем медитации на доктрине, на учении, на дхарме, преподанной кем? Преподанной Буддой, опираясь на кого? Опираясь на духовное сообщество, на духовное собрание, на сангху, я буду порождать в себе эти качества мудрости, любящей доброты и сострадания. Именно такова мотивация, таков наш порыв при принятии прибежища. And then, on the other hand, being able to also never lose touch with the understanding of the inner essence of the three jewels. И необходимо никогда не терять связи с внутренним содержанием, с внутренней сущностью трех драгоценностей. Buddha in that essential, from the essential perspective, Buddha is the inherent wisdom that is your primordial nature. Будда в этом контексте внутреннего прибежища является той изначальной природой, той мудростью, которая присуща всем нам. Then Dhamma is the clarity of the absolute truth, that is the radiant quality of your own intrinsic nature. И это абсолютная наша внутренняя присущая нам природа, ее светоносный, ее ясный и The radiant truth of your clear nature. эта светоносная истинность нашей внутренней природы является дхармой или внутренним объектом прибежища дхармой. And the Sangha is you yourself, the meditator, who has the ability to radiating that truth for the benefit of all beings. И санга в этом контексте это мы сами, я, практикующий, который способен излучать эти качества для принесения пользы другим. And so, being able to say, taking refuge, may I also be able to realize the very radiant, ultimate truth, which is my intrinsic nature,
and may that truth then manifest in the form of selfless compassion for the benefit of all beings. With that intent, also one can enter into the path of teachings. И также мы можем войти на путь учения с мотивацией, пусть проявится во мне изначально присущая мне светоносная природа, и пусть лучи ее достигнут в форме любви, любящей заботы, сострадания, принося пользу всем живым существам, таким образом, как бы создавая внутреннее прибежище, принимая внутреннее прибежище. So with that essential understanding, when a person takes refuge into the three jewels, then basically from a simple perspective, basically you're promising everyone that you're going to try and practice kindness and compassion, genuine altruism without any partiality or bias, and you're making a promise to everyone that you're connected to, basically all sentient beings. И фактически, принимая прибежище, что мы делаем? Мы даем зарок, или мы даем обет, мы обещаем всем живым существам, без какой бы то ни было предвзятости, без какого-то ни было развлечения, практиковать истинные, подлинные качества любящей доброты, качества сострадания по отношению ко всем ним. But empty promises that are not cultivated in action, then no one trusts such a person. Но если это ограничивается лишь пустыми словами, пустыми обещаниями, которые не воплощаются в действии, человек такой недостоин доверия. Therefore, for meditators to continuously say, may I benefit all sentient beings, but to actually not do anything about it, then that would be deception, that would be lying. Поэтому для йогина, который постоянно повторяет слова «да принесу я пользу всем живущим, да излучу я те качества, да осчастливлю я тех существ», но никак не воплощает это в действие, никак не воплощает это на практике, человек такой будет являться лжецом. Therefore, in order not to get into the loophole of not being true to one's own commitment, taking refuge, and then subsequently every other practice that you cultivate comes with sets of commitments or disciplines. Итак, для того, чтобы миновать этот капкан, эту ловушку самообмана, когда мы не выполняем данные нами же обещания, мы и вербализуем, мы формально произносим определенные обеты, принимая определенные на себя обязательства. And so that term commitment comes from the Sanskrit term samaya, which people hear and have all kinds of ideas about what it might be. Итак, то, что обычно переводится как обязательство, или как зарок, или как обет, немножко не то, обязательство или зарок, данное слово, соответствует санскритскому термину самая. И у людей существуют совершенно разные мнения насчет того, что самая означает. Samaya simply means to be an honest person. Самая просто-напросто означает быть честным человеком. Whatever it is that you generated as your perfect intention, being true to that intention and making sure that the intention becomes action is then maintaining samaya. Поддержание самая означает поддержание и реализацию на практике тех обещаний, тех побуждений, тех намерений, которые вы искренне породили в себе. Если вы следуете им, значит вы поддерживаете самаю. Such as when you take refuge, you're committing yourself to generating kindness. Then samaya is that commitment that ensures that your words, your intention really is fruition in the form of actions in your body, speech and mind. Итак, самая в отношении прибежища является следованием тому побуждению, которое подвигло нас на принятие прибежища, а именно побуждение развивать любящую доброту. Если это воплощается в наших действиях тела, речи и ума, то мы храним самаю относительно прибежища. So refuge in general comes with 9 kinds of commitments. В общем и целом принято говорить о 9 обетах или о 9 обязательствах, связанных с принятием прибежища. Usually called 3 things to cultivate, 3 things to abandon, and 3 things that inspire the meditator to remain true to the commitment. Они именуются следующим образом. Они образуют 3 группы по 3. Первое – это 3 вещи, от которых необходимо отказаться, 3 вещи, которые необходимо культивировать, и 3 вещи, которые вдохновляют практикующего на поддержание обетов прибежища. But sometimes 9 different things may become too many to remember, so I'll shorten it into 3 basic principles. Порой 9 аспектов бывает слишком много для того, чтобы держать в уме, поэтому мы сведем их в 3 базовых принципа. After taking refuge, every meditator must develop the 3 commitments called basically generating mindfulness of body, speech and mind. И в общем и целом, приняв прибежище, всякий практикующий, всякий буддист должен породить в себе, должен развить в себе памятование, которое отслеживает активности тела, активности речи и активности ума. So,
taking refuge generally comes with the commitment where you're saying, from today, after taking refuge into the Buddha, I promise, I commit myself to developing awareness, mindfulness of my mind, that with intent, with thought, as much as possible, I will refrain from generating any harmful thoughts, aggressive thoughts, or selfish thoughts towards any sentient being. И принимая прибежище в Будде, вы даете себе обет, вы даете зарок, что отныне, принимая прибежище в Будде, я обязуюсь практиковать пометование или практиковать отслеживание своего ума, чтобы в нем не возникало никаких мыслей вредоносных, завистливых, мыслей ревности, мыслей злонамеренности по отношению к живым существам. Я буду не допускать этого, я буду следить за своим умом. Taking refuge into the Dharma, then you are also taking the commitment of saying, from today I will develop, promise to develop, commit myself to developing awareness, mindfulness of my speech, that as much as possible I will refrain from saying something or using something in my speech that is harmful to the others, particularly intentional harmful speech. Итак, принимая прибежище в Дхарме, мы обязуемся отныне следить, внимательно следить, осознавать активности нашей речи, нашей вербальной активности, и избегать всяких вредоносных речей, в особенности злонамеренных речей, злонамеренных слов, способных принести вред другим живым существам. Likewise, taking refuge into the Sangha, I promise, I take myself the commitment to developing mindfulness of the actions of my body, so that physically I am not going to, as much as possible, be unkind or develop any kind of action that is harmful to other sentient beings. Принимая же прибежище в Санхе, мы обязуемся отныне внимательно отслеживать, быть бдительными в отношении всех наших действий тела, способных принести страдания, причинить вред другим живым существам, и мы обязуемся воздерживаться от таких действий. So when you repeat the refuge prayer, if you are taking it for the first time, you are basically repeating, and in translation it would be, I take refuge into the Buddha, I take refuge into the Dhamma, I take refuge into the Sangha. While repeating the refuge prayer, then again mindfully being able to say, I'm going to develop mindfulness of my body, of my speech, of my mind, and through my body, speech, and mind, as much as possible I will try to refraining from harming anyone, particularly intentionally. Итак, принимая прибежище, мы повторяем определенные строки прибежища, формулу прибежища, перевод, который звучит приблизительно так. Я принимаю прибежище в Будде, я принимаю прибежище в Дхарме, я принимаю прибежище в Санхе. Думайте, что вы говорите эти слова, именно это звучит на тибетском. Та мысль или то намерение, которое вы генерируете в себе, которое вы порождаете в себе в этот момент, как раз можно выразить следующим образом, как мы только что говорили. Отныне я буду бдительным, я буду внимательным в отношении активности моего ума, моей речи и моего тела, и постараюсь не допускать причинения никакого вреда живым существам, в особенности вреда намеренного, умышленного. So taking refuge is as easy as that, but then maintaining refuge is then a lifelong hard work that you have to be diligent to. Так, принятие прибежища довольно простая процедура, это все, что о ней можно сказать, но поддержание прибежища до окончания своей жизни, до своей смерти, это является действительно трудной задачей. So here, how many already have refuge? Итак, кто из вас уже принимал прибежище? Поднимите руки. Okay, good. All right. And how many are taking refuge? Кто принимает прибежище сейчас из вас? Ну, опять же, кто хочет принимать сейчас прибежище? Okay. So those who are taking refuge and those who already have refuge, repeat the refuge prayer 3 times after me. Итак, те, кто принимает прибежище сейчас, и тот, кто уже имеет прибежище, повторяйте эти строки за мной. And because I'm giving the refuge within the Tibetan Buddhist tradition, so I will read it in Tibetan. Otherwise, whether you say it in Russian or English or French or whatever, it's the same thing. I take refuge in Buddha, I take refuge in Dhamma, I take refuge in Sangha. Even if you say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, it doesn't matter if the essence in your heart is true. Итак, поскольку я выполняю передачу вам прибежище в тибетской буддийской традиции, я буду читать эти строки по-тибетски. Вы же, зная о том, что они означают, можете читать их по-русски, по-французски, по-немецки, по-английски, как вам заблагорассудится. Вы даже можете говорить раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Главное, чтобы вы думали о том, о чем мы с вами сейчас говорили. Okay? Хорошо?
Namo Sanjela Japsuche Chela Japsuche Gendunla Japsuche Sanjela Japsuche Chela Japsuche Gendunla Japsuche Sanjela Japsuche Chela Japsuche Gendunla Japsuche. Now, after the translator, repeat it 3 times in a language that you know, Russian. И теперь за переводчиком повторяем 3 раза на языке, который мы знаем, на нашем языке. Итак, я принимаю прибежище в Будде. Я принимаю прибежище в Будде. Я принимаю прибежище в Дharме. Я принимаю прибежище в Дharме. Я принимаю прибежище в Санге. Я принимаю прибежище в Санге. Я принимаю прибежище в Будде. Я принимаю прибежище в Будде. Я принимаю прибежище в Дхарме. Я принимаю прибежище в Дхарме. Я принимаю прибежище в Санге. Я принимаю прибежище в Санге. Я принимаю прибежище в Будде. Я принимаю прибежище в Будде. Я принимаю прибежище в Дхарме. Я принимаю прибежище в Дхарме. Я принимаю прибежище в Санге. Я принимаю прибежище в Санге. Very good. And so, in this simple way, every day, the first thing that you should do in the morning is to take refuge. Simple 3 things, whether you do it in Tibetan or in any other language, but mindfully reminding yourself of the commitment that you take as of today, becoming a Buddhist. Так вот такая простая практика вхождения в ряды буддистов. И хорошо, если она станет вашей каждодневной практикой, которую вы выполняете первым делом, проснувшись поутру, приняв прибежище в Будде, Дхарме и Санге, на том языке, в той формулировке, какая вам удобнее, на тибетском или на русском языке, и памятуя о тех всех аспектах, о которых мы с вами говорили. And so, taking refuge in this way, allow your human body, your human life, which is a precious gift, to truly becoming some method or some vehicle that genuinely brings a lot of happiness and cause of happiness, freedom from suffering to all sentient beings and to yourself. И поступая подобным образом, вы позволите своему драгоценному человеческому телу, которое наделено столькими свободами и дарованиями, стать тем сосудом или стать тем аппаратом, который сможет принести огромную пользу, реализовав эту человеческую жизнь в полном объеме, принести пользу вам самим и всем живым существам. 2,500 years ago, when Prince Siddhartha, looking at these various forms of confusion that led to ignorance and suffering of sentient beings, dedicated his life so that he could find truth and enlightenment that could truly alleviate all suffering of all sentient beings. Более 2500 лет назад принц Сиддхартха, впечатлившись страданиями всех живых существ, посвятил себя пути духовного развития, стремясь к конечной цели, к состоянию за пределами страдания, к состоянию просветления. And so today, the refuge that you take, those who are taking for the first time, should be mindful that what you are doing today by entering into the path of Buddhist meditation is not a new thing, but it is a path that has been walked upon by Buddha himself and followed by innumerable great masters and bodhisattvas. Те из вас, кто принимает прибежище сегодня, и те, кто принимает его впервые, помните о том, что это не является каким-то новым современным действием. Именно это прибежище принимал и Будда, вступая на духовный путь. И множество мастеров, достигших высоких реализаций во всей, так сказать, истории буддизма, принимали прибежище, выполняли это действие аналогичным образом. Committing his life for the benefiting of all sentient beings, Buddha Shakyamuni then shaved his hair as a mark, as a symbol of having dedicated his life for the benefit of sentient beings and in generating genuine compassion. Посвящая свою жизнь всецело служению благу других живых существ, Будда Шакьямуни в знак отказа от собственного блага обрел свою голову. And therefore, today, those who have taken refuge for the first time, symbolically, I will also take a little bit of your hair. At that moment, you should be mindful that you are also entering the same path, inspiring yourself with the example of Shakyamuni Buddha and committing yourself to developing selflessness. Итак, вознаменование или символизируя этот акт пострижения волос Будды Шакьямуни в момент вступления им на путь духовного
духовных исканий. Мы сегодня традиционно также срезаем маленькую прядь ваших волос, и те, кто сегодня принимает прибежище впервые, с ними эта процедура будет проделана. Помните о ее символизме, о ее значении. And so, after where you offer your hair and you dedicate your life for the benefit of sentient beings to the commitment of genuinely generating compassion, then you receive what is also called your refuge name or your Dharma name. И давая этот обет служения, беззаветного служения благу живых существ, принимая прибежище, мы также получаем дхарма имя, или то имя, которое дается нам во время принятия процедуры прибежища. Although people associate a lot of importance to the Dharma name that you receive, and all Tibetan names, probably like many of the other names, also have a lot of depth and meaning to them. But I have always felt that it was one of the tricks of the Tibetan teachers to remember a Tibetan name which is easier than your Russian names. И на самом деле многие люди уделяют особое внимание и вкладывают свой глубокий смысл в те тибетские имена, в те дхарма имена, которые они получают, истолковывая их различным образом, истолковывая этимологический их тибетский смысл. The trick of the Tibetans to remember the name. Tibetan names are easier to remember than Russian names. Но мне просто кажется, что вся эта, так сказать, история с тибетскими именами придумана мастерами просто для того, чтобы тибетские, потому что тибетские имена проще запомнить, чем имена русские. Поэтому их дают. So, if you say ocean of generosity, then there are so many ocean of generosity with the same name, because basically all of us end up with names that are similar to one another, so it's easier to remember everyone. Давали такие имена, как океан щедрости и тому подобное. Это очень длинные и сложно запоминающиеся имена, поэтому мы обходимся тибетскими короткими именами, которые каждая похожа на другое. Одно похоже на другое. Again, if you want to find a very sacred meaning towards it, then see it as your connection to the lineage. И если вы хотите обнаружить какой-то сакральный смысл, сокрытый в этом имени, воспринимайте его как связь вашу с линией преемственности учения. So those who are taking refuge, then come, one by one. Итак, те, кто принимает прибежище сейчас, приходите по одному. Я знаю. Какой вы придумали? Я знаю, что от вас ждать. Океан мудрости. Почти. Потом научим Насчет значения имен, потом можете ко мне подойти, если у вас получится. Или у кого-то еще кто знает тибетский. А вам переведем. Кто первый раз, для кого очень-очень. У нас две очереди, там все идем. Вот не пройдешь. Короче, я на тему поеду. Завтра не забыть. Ты что, пойдешь? Нет. Ну, пойдемте. Идем. Пойдем. Что ты боишься? Давай пойдем. Вот. Это не пытка. Это не пытка. У меня уже есть. Еще раз. Если появится 30 имен, я же запутаюсь.
Now, if you already have refuge, taking it again and again doesn't make you a better person. I already said that, no? Так, если у вас есть прибежище, принимая его вновь и вновь, вы не становитесь лучше. So, you take refuge once, and that's fine. Вы принимаете его однажды, и это хорошо, этого достаточно. Okay? So, how many are here who already have refuge? Итак, сколько здесь уже принявших прибежище? You already have refuge, right? Anyone who doesn't have refuge, Итак, that's fine. кто-нибудь совсем без прибежища, который его еще не принимал? Есть такие, которые хочет это сделать? So those who took refuge for the first time today, and that's very good in that you have taken a commitment, but as I said earlier, being able to remain true to the essence of refuge, that is most essential. Итак, те из вас, кто впервые приняли сегодня прибежище, это очень хорошо, я вас с этим поздравляю, но помните о том, что важнейшим моментом является именно поддержание принятых вами на себя обетов вашей практики изо дня в день. And then most important is, of course, more than reciting the refuge, more than with whom you take refuge, is the commitment of the refuge. И исследование обетом прибежища гораздо важнее того, у кого вы получали прибежище, гораздо важнее, чем каждодневное начитывание строк прибежища. And therefore, in the beginning, when you take refuge for the first time, be mindful that it is not with the person with whom you take refuge that is most important. All of us take refuge from various teachers, and however, when we take refuge into the essence of Buddhism. And therefore, it is not so much a person-to-person relationship as much as it is the relationship with the essence of absolute truth, that which is then Buddhism or the Buddhist teachings. Так, помните всегда, что важнейшим аспектом прибежища является не то, у какого именно учителя, у какого ламы вы получаете прибежище, вы можете получать его у различных лам. Важнее всего то, в чем действительно вы принимаете прибежище, в этой просветленной сущности, в сущности учения Будды. And so, as I said earlier, it is essential that when you are learning about Buddhism, that you do come out of the fan club mentality and stay more with the truth of Dhamma. Итак, как я уже говорил вам раньше, важно отказаться от этого менталитета клуба поклонников или каких-то приверженцев, присоединяющихся к чему-то с такой мотивацией, но подлинно практиковать учение. Buddhism is not about doing everything that you want to do. It is sometimes doing things in a difficult way with the things that you don't want to do. That's how you train mind. Not always, it's impossible to train mind by always doing what it wants to do. That's habitual pattern. That's not Dhamma. И буддизм не является такой вседозволенностью, которая позволяет нам делать все, что нам не заблагорассудится, потому что такая вседозволенность и делание того, что нам приходит на ум, является как раз действием в ключе наших стереотипов поведения, привычных тенденций или кармических отпечатков. Буддийская практика порой предполагает делание того, выполнение того, что нам в данный момент и, может быть, не очень хочется. И именно так возможно достичь трансформации сознания, трансформации ума. So sometimes you get things that you like to do, and many times you get things that you don't want to do, but you must. Итак, иногда мы делаем то, что нам хочется делать, то, что к чему нас влечет в данный момент. Иногда это не совсем то, что нам хочется делать, и мы преодолеваем себя. Ultimately, with the intention that taming the mind is most important. И так или иначе, все это должно вести к преображению, к трансформации нашего ума. Это важнейшая цель. And so with that, then also those who have taken refuge, those who have refuge, then will go into the abbreviated form of the Vajrakilaya initiation that you have asked, some of you have asked me to do today. Итак, те из вас, кто обладают прибежищем, кто принял прибежище, получат теперь краткую форму посвящения в практику Ваджракилаи, как и было, как меня попросили.
but also because seeing that many of you have just taken refuge, instead of making things a little bit more complicated as traditional such an initiation would entail, I'd like to do this as a way of first learning what initiation is, and then secondly as a Dhamma blessing. Итак, презюмируя, что, видя то количество людей, которые принимало прибежище, я полагаю, что необходимо мне остановиться сначала на том, объяснить вам немножко, что же такое действительно является посвящение, каков смысл посвящения и что такое благословение дхармы. In the beginning, it's very important to understand that even if you have heard about Buddhism or you are beginning to practice Buddhism and you feel that you're very new into Dhamma, at the same time, it is very important to realize that the reason why you are here is not because it's the first time you've encountered Dhamma, but actually many lifetimes, from the Buddhistic perspective, many lifetimes of connection with the essence of truth. And then you can call it Buddhism if you want. That has been there over several lifetimes, and then culmination of all those positive coincidences or positive karma, positive merit is gathered today in today's moment where you are born as a human being and with the ability to meet with the Dhamma and with the exertion of effort and the willingness to practicing the essence of Dhamma. Итак, если это сегодня ваша первая встреча с буддизмом, необходимо четко осознавать, что это не является каким-то случайным стечением обстоятельств, но является плодом долгого знакомства в течение долгих жизней, рождения в сансаре, когда вы входили в контакт с сущностью мудрости, с сущностью истины. Хотите, называйте ее дхармой, хотите, называйте ее буддизмом. И входя в этот контакт, вы создали необходимые причины и условия, чтобы теперь войти вот в этот контакт в жизни теперешней. То есть это непростое стечение обстоятельств. Therefore, regarding it not as the first time, but as a way of maturing your mind, today, this lifetime is a moment where you mature it to full liberation. Such should be the understanding. Итак, не рассматривайте эту встречу как первую, а рассматривайте ее как закономерное продолжение, как первую встречу в этой жизни. Встречу, которая является продолжением череды других встреч, других контактов с дхармой, с истиной. И эта встреча позволит вам теперь довести ее до ее логического завершения, до обретения конечного плода, до обретения полной реализации. Therefore, being able to be mindful that this is a lifetime which has to be ripened as a fully realized person, that you have the capacity to do it, you have the potential and the qualities to do it. Only if you overcome basic unawareness and ignorance, you are able to fully bring it to full fruition, liberating not only yourself but all limitless sentient beings. Such is my potential that should be recognized by each individual human being. Каждый человек, каждое живое существо, каждый человек из нас, все мы должны осознать, что в этой жизни мы можем полностью реализовать свой потенциал. Мы можем И таково должно быть наше устремление, что это является плодом большого количества встреч. Теперь мы обладаем всеми необходимыми инструментами, всеми предпосылками для того, чтобы полностью осуществить благую цель собственную и цели других живых существ в этой жизни. In that potential is inherent is because truth or the Buddha nature is intrinsic. It is your own basic nature. You can call it Buddha nature if you are a Buddhist and you are aware and you like the Buddhistic terms, or you can simply say human nature. It is not different. И все мы являемся обладателями такого потенциала к полной реализации собственного блага и блага других живых существ. Если вы буддисты, вы можете использовать буддийскую терминологию, называть ее татхагата-гарбхой или природой Будды. Если вы не являетесь буддистами, вы можете просто называть ее человеческой природой. Therefore, so that the layers of forgetfulness, layers of ignorance, layers of distraction may be removed, may I hear the Dharma, may I practice the Dhamma, may I contemplate and examine the Dhamma, may I receive the blessings of the Dhamma, for the single purpose that these may remind my mind to overcome the basic ignorance, the desire and the grasping, the attachment and the aggression, so that through the unmoving of the veils, my own intrinsic Buddha nature or human nature may unimpededly arise. That must be also a thought that you develop. И теперь нам необходимо развивать в себе мысль, зарождать в себе мысль, что пусть посредством слушания, посредством
практикой, посредством осмысления, посредством медитации на этих различных положениях дхармы мне удастся снять со своего ума, со своей истинной подлинной природы те поверхностные слои омрачений, которые окутывают ее, неведение, гнев, привязанность, зависть и так далее, все эти омраченные состояния сознания. So because the mind needs the support of reminder, mind needs the support of knowledge, mind needs the support of protection and reminding. Therefore, hearing the teachings, all the various methods of the teachings act as those supporting implements or methods. И наш ум нуждается в постоянном напоминании, наш ум нуждается в поддержке, в опоре, в объяснениях, в изложениях. И поэтому мы снова и снова слушаем учение Дхармы, мы снова и снова изучаем различные техники. Realization and the maturity of the mind arises through receiving various help or support. Так, реализация, внутренняя духовная реализация, созревание нашего ума, когда наш ум становится готовым, происходит благодаря благодаря различной поддержке, которую мы получаем в этом. And so receiving the teachings and through that the mind arising as a ripened, mature mind aware of its own nature comes in various forms of the teachings, particularly in through three methods. Зрелый, созревший ум возникает благодаря опоре на различные техники, которые содержатся в учении, и в частности мы говорим здесь о трех методах. These three are through receiving the oral transmission of the teachings, through receiving the explanations of the teachings, and through receiving the empowerment of the teachings. Эти три метода или три аспекта следующие. Это получение устной передачи, лум, получение объяснений или комментариев или толкований учения, два. И третье это получение посвящений или абхишека. So when you say I am receiving teachings, usually that receiving the teachings must comprise of these three methods. Когда мы говорим о получении учения, мы получаем учение, мы учимся, мы говорим о этих трех аспектах. First, you must receive the empowerment. Необходимо сначала получить посвящение. This is usually seen as the teacher empowering a person or authorizing a person or blessing the person being a suitable vessel in which the teachings can be given. Обыкновенно это уподобляется тому, или это объясняется как дозволение или как разрешение посвящения, даваемое учителем ученику на практику определенной техники, определенной медитации, которая делает ученика, передавая ему благословение, достойным сосудом или подходящим сосудом, готовым принять учение. So it is, in simple language we can say, it is being empowered to becoming a future Buddha or a Bodhisattva who is now committed to dedicating one's life through the practice of that particular deity for liberating all sentient beings. И простыми словами это можно выразить следующим образом. Это посвящение или дозволение выполнять определенную практику, медитировать на определенном божестве, едами для достижения конечной цели полного просветления, состояния Будды и принесения пользы всем живым существам. And so in that way, when the initiation is given or when you receive the initiation, it must be through accomplishing the practice of this particular deity, may I be able to truly realize the absolute true nature of my own Buddha mind or human mind, and through this may I truly liberate all sentient beings and myself from the suffering of samsara. Поэтому нашей мыслью при передаче посвящения и при принятии посвящения является мысль или устремление, пусть через практику этого божества я достигну полного просветления, реализую все свои благие качества и принесу максимальную пользу всем живым существам и себе самому. And then after the initiation, then one should go ahead and receive what is called the explanation of the sadhana practices or the particular practice of that particular deity. И после того, как мы получаем абхишеку, мы получаем посвящение, вам на тибетском, мы получаем то, что именуется устными наставлениями, комментариями или разъяснениями практики определенной садханы или определенного метода осуществления медитации данного божества. In today's speedy world, many people think that receiving the instructions on how to practice is to learn where to ring the bell, where to throw the rice, how many heads to visualize and so forth. That is only the technical part. И в сегодняшнем таком суетливом и занятом мире многие люди склонны думать, что получение наставления, медитации, вторая часть обучения дхарме состоит в том, что
учитель объясняет нам, в какой момент нужно звякнуть колокольчиком, в какой момент нужно бросить рис, и сколько голов нужно визуализировать у божества. Но это не все. Receiving the explanation means receiving the entire root cycle of teachings, recognizing the outer inner manifestation, the essence of how to practice it in its entirety. Получением объяснений, получением комментариев является полное изложение всего цикла учения, внутренних и внешних проявлений и всех иных аспектов этой медитативной практики. This requires the outer preliminary practices, inner preliminary practices, the Yidam principle, outer inner secret manifestations of Kirim and Zohrim, and then progressing more into the essential practice of working with nature of mind. Это подразумевает внешние предварительные практики, внутренние предварительные практики, циклы медитации с Йидамом, циклы внешние, внутренние и тайные. Это подразумевает практики Кирим, Зогрим и переход и переход к практикам, наиболее сущностным практикам наблюдения за природой своего ума, практикам класса Махамудры и практикам класса Дзogchen. Together with the explanation of how to practice that particular deity when you receive it in its entirety, the full explanation comes also together with what is called the oral transmission. И полное объяснение, полное истолкование практики конкретного божества, конкретного Йидама дается в совокупности, в сочленении с тем, что именуется устной передачей или лунг. Oral transmission is then called also lineage transmission. The teacher transmits and gives you with trust the lineage into your hands, entrusting that particular teaching to you. И эта изустная передача также именуется передачей линии держателей учения. Когда учитель передает вам, доверяет вам, вверяет вам учение, пришедшее к нему через такую непрерванную целостную линию передачи учения. So receiving the transference of the lineage, receiving the entire practice explanations in detail so that your mind is ripened with the understanding of the practice, and then being bestowed the empowerment, then you can say, I have received the entire teaching on Vajrakilaya, Manjushri, Janasi, or whatever the particular mandala of the deity might be. Итак, получение полного цикла учений, полного цикла объяснения практики Ваджракилая, Манджушри или любого иного божества, любой иной мандалы является именно вот этим процессом, в котором в полной мере присутствуют все три элемента. Это посвящение и это доведение ума до готовности посредством обширного изложения всего цикла практики и посредством передачи линии учения, то есть включения ученика в линию учения посредством устной передачи. And so knowing that through innumerable lifetimes you have, in one way or the other, direct and indirectly connected with the essence of the teachings. Therefore, in receiving the various initiations, there must be a sense of knowing and wanting that all the previous lifetimes of effort that you have put in, may today through receiving the teachings or receiving the initiation, the mind connect with the previous understanding of the essence. Through that, the impurities and the negativities be purified, and the mind may gain the support of the wisdom. That should be the intention. И также в нас должна присутствовать мотивация, как мы уже говорили ранее, осознавая то, что с бесчисленных рождений в сансаре мы множество раз входили в контакт, встречались с учением, встречались с истиной, и теперь мы пытаемся свести воедино все эти встречи, все эти контакты, и через это посвящение, так сказать, пробудить к жизни все те благие кармические отпечатки встречи с учением, которые хранятся в потоке нашего сознания, так сказать, привести их к созреванию, к расцвету, к росту и что позволит нам достичь плода в этой жизни. And so these days, when many teachers are giving various initiations, sometimes what I see is people become a little bit, let's say, somewhat like you collect stamps, you collect initiations. И на сегодня мне кажется, что существует такая тенденция среди учеников, когда различные учителя обильно раздают посвящения. Для них это превращается, для учеников это превращается порой в некий процесс, подобный коллекционированию марок. Now, if it is with the intention that may it purify the mind, may it bless the mind with more understanding of the Dhamma, then that's fine. For example, we receive hundreds of many initiations.
И если мотивацией вашей является созревание кармических, благих кармических отпечатков, очищение от различных негативностей, то это хорошая мотивация, и это хорошо. Мы получаем действительно сотни посвящений подобным образом. But then often what happens is people tend to become very apprehensive about what is called samaya of the initiation. So I've seen meditators who have received many initiations and seem to do 3 or 7 mantras of each deity of whose initiation you've received. And that kind of, I think, a conceptual belief of what the mantras or samayas are is not a good idea. И затем люди сталкиваются с проблемами, связанными с самаями, с теми обязательствами, которые они получают в процессе принятия всех этих посвящений. И я сталкивался с множеством практикующих, которые делают 3 или 7 мантр какого-то божества в день, и таких божеств масса, и все это, так сказать, является. I know people who have received, let's say, 10 different kinds of initiation. And every day, because they're afraid of breaking the samaya, they do 7 mantras of each 10 deities. Now, you have to keep in mind that from the Buddhistic perspective, deities are not going to be jealous of one another. Otherwise, they are not wisdom deities. Я знаю практикующих, которые получали 10 и более посвящений, и чтобы боясь нарушить самаю, боясь нарушить те обязательства в практике, которые связаны с полученными посвящениями, они начитывают минимальное число, скажем, 7 мантр каждого из 10 божеств, и, так сказать, боясь прогневать их. Но не стоит бояться прогневать божеств, поскольку если это божества мудрости, если это действительно джняна саттва, божества мудрости, как могут они гневаться, как могут они завидовать друг другу и испытывать неприязнь в отношении друг к другу. A person who seems to think one is a suitable vessel within which the Mantrayana teachings can be given must also be a person with a Vajrayana mind. And a Vajrayana mind is one who is capable of seeing the essence. И человек, индивид, который является подходящим, достойным сосудом для принятия учения мантраяны, для принятия и практики учения тантры, должен обладать ваджраным умом или умом ваджраяны, умом, который способен узреть сущность, глядеть в корень сущности. And the one who is capable of seeing the essence will know that the essence of all the 100 peaceful, wrathful deities is one. И тот, кто способен узреть суть, понимает, что сутью всех, что все 100 гневных и мирных божеств суть одно. Therefore, it is quite all right, despite the fact that you receive, and you should receive, many different initiations and teachings from as many different places and teachers as possible. But at the same time, in terms of being able to practice, you can relate to one particular practice that you are doing and see within that practice the single essence of all the other practices. Итак, вы можете получать огромное количество посвящений и учений, вы можете получать их от различных учителей повсюду, где возникает такая возможность, но необходимо помнить о том, что сконцентрироваться надо на какой-то одной практике, сущностной для вас, и видеть в ней воплощение, сосредоточие всех иных практик, и усердствовать, прилагать усилия в ней. So we have a saying in the text which says, practicing 100 deities, not even accomplishing one. That's not good. В учении есть такое крылатое выражение, что практикуя 100 божеств, не реализуем ни одного. И это неправильно. Rather, accomplish one and you accomplish all. Вместо этого достигните свершения в практике одного божества, и этим вы обретете все свершения. Therefore, the intention when you receive teachings, when you receive initiations, must be through this, may my mind stream be truly liberated from ignorance. Так, мотивацией, побуждением нашим должно быть желание, чтобы посредством этой практики мы освободили поток своего ума. And so initiations usually are therefore called also ripening and liberating of the mind, ripening the mind through reminding it of the essence and liberating the mind from ignorance. И также посвящение именуется процессом, приводящим наш ум к созреванию, и процессом, освобождающим наш ум. Освобождая нас ум от неведения, Liberating it from ignorance. Ripening with the essence. И приводя его к созреванию посредством указания на сущность и освобождая его от уз неведения. Therefore, within most of the initiations, and those of you who are familiar, longer initiations or shorter initiations, however, all of them are contained within 4 main principles. Итак, вы знакомы с различными, сталкивались с различными посвящениями. Есть посвящения краткие, есть посвящения долгие, развернутые. Так или иначе, все они сводятся к 4 основным моментам.
first is called the vase initiation. Первое – это посвящение сосуда. Usually that is where the vase is placed over your head and you receive a little bit of humba water or vase water and you drink that. Это та часть, когда сосудом прикасаются к вазе, прикасаются к вашему темени, и вам дается немножко жидкости из сосуда, которую вы пригубляете. In general, the vase initiation is related with one's own body. В общем и целом посвящение сосуда или вазы связано с вашим телом. Therefore, when one receives the vase initiation, one cultivates a sense of, through the vase initiation, may all the negativities, impurities, and the karmic imprint of body be purified. И в этот момент, получая это посвящение, мы порождаем восприятие, что все нечистоты, все омрачения, все негативности, все неблагие кармические отпечатки, связанные с активностями тела, связанные с нашим телом, мы очищаемся от них. And so, in that way, through the generation of the empowerment, one receives the purification, and in that purity of the mind, a mind which genuinely aspires for purification, one is empowered with what is called the blessing, so that one may accomplish the kirim practice of that particular deity. И посредством порождения такого ума, посредством получения благословения, получения нашим умом благословения, мы благословлены, нам дозволяется обретать совершение, обретать достижение стадии зарождения практики тантры этого божества, стадии кирим. And so it is with the essence that may the impure body transform into the wisdom body of the deity. И мы стремимся к тому, чтобы наше нечистое, наше оскверненное тело преобразилось в тело мудрости божества. Second, mainly, is then again, those of you who are familiar, it is called the secret initiation. Вторым этапом посвящения, второй частью посвящения, как правило, является то, что известно вам как посвящение, тайное посвящение. Usually, this is given within the context of a little bit of alcohol from the Kapala. И обычно это ассоциируется с ритуальным пригублением, опять же, алкоголя, какой-то алкогольного напитка, который содержится в чаше черепе, в капале. This is then again symbolic of receiving an initiation and with the intention that through this may I be able to truly accomplish the potential of purifying all negativities of my speech. И это является символическим актом, который означает ваше стремление к очищению всех негативностей, связанных с функционированием с вашим вербальным уровнем, с вашей речью. Receiving the empowering quality of training, the permission to train in the nadis and the prana practices of that particular deity. И это вас посвящает или дозволяет вам практиковать различные техники прана, нади, бинду, то есть тонкого тела, связанного с данным божеством, с данным циклом тантры. And through the accomplishment of the nadi prana practices, may my negative speech and the impure, ignorant speech transform into clarity of the Sambhogakaya essence, or clarity of the luminous emptiness, compassion essence. И вы стремитесь к тому, чтобы посредством практики каналов и ветров, нади и прана, ваши I think Sambhogakaya might be too much for new people, so let's say luminous emptiness, compassion. Так, светоносного, пустотного сострадания или самбогакая, для тех, кто понимает этот термин. Third initiation is usually wisdom initiation, just called the wisdom Третье initiation. посвящение, как правило, именуется посвящением мудрости. This is given in various ways, but in most respects it is with a red dot that is applied at the heart. It's called the Sindura initiation. Оно может осуществляться различными способами, но, как правило, это посвящение красного пятна, красной точки, которая именуется посвящением синдуры, этого порошка, пудры, которая ставится красный отпечаток у вас на сердце, на сердечной чакре. Like the previous one, here too one generates a mindfulness that through this initiation may all the negativities, impurities and ignorance of the mind be purified. И так же, как с ранее объясненными изложенными посвящениями, в этот момент вы порождаете восприятие, что все нечистоты, все омрачения, всякое неведение и неблагие качества вашего ума очищаются, избавляются от них. And through this initiation, one is empowered to practicing the completion of the Dzogrim practices. И посредством этого посвящения вы уполномачиваетесь на практику стадии завершения, на практику стадии Дзогрим.
And through being empowered to practice the completion stages of that particular deity, may the mind truly realize the Buddha essence, Dhammakaya essence. Через практику Дзогрин да обретет способность в полной мере реализовать мудрость Будд Дхармакая. Fourth Abhisheka, as is always referred to, is called the ultimate initiation. Абсолютное посвящение – это четвертое Абхишека, четвертое посвящение. In some cases, teachers give pointing out instructions at that time, points out the nature of mind in the form of usually crystals. Обыкновенно учителя указывают на природу ума ученика, и иногда это ассоциируется символизируется демонстрацией кристаллов. In this way, the fourth Abhisheka is made the very basic ignorance that deludes the mind from its basic inherent absolute nature to be purified. И в этом посвящении мы призываем, мы стремимся к тому, чтобы самая сущностная, внутренне присущая природа нашего ума избавилась от того омрачения, которое покрывает его. And the ultimate stain being completely removed, may I then absolutely gain realization of the enlightened mind. И до постижения просветленного ума, устранив это тончайшее неведение, покров этого тончайшего неведения или омрачения. So most of the initiations have these four basic principles, and if you think about them, initiation is empowering you, supporting or transferring to you the blessings as well as the empowering quality to accomplish a practice, and through the practice be able to purify body, speech and mind and the basic ignorance. Итак, все посвящения так или иначе состоят из этих четырех основных принципов, четырех основных моментов, которые несут нам благословение, даруют нам благословение, и которые уполномачивают нас или дозволяют нам или позволяют нам практиковать все эти техники и добиваться очищения тела, речи и ума. And so, although there is tremendous blessings through the profundity of the initiations or the teachings, nevertheless, it is entirely dependent upon cultivating the practice of that particular deity that then accomplishes the blessings. И хотя посвящение само по себе несет огромное благословение, это безусловно, но подлинное благословение, абсолютное благословение зависит лишь от того, насколько энергично, насколько усердно мы выполняем все эти техники на практике, насколько интенсивно мы медитируем на полученных инструкциях, на полученных наставлениях. As a metaphor, it is like telling you, here's the wall, here's the nail, here's the hammer, but then ultimately driving the nail into the wall has to be done by yourself. Это подобно тому, как нам демонстрируют вот гвоздь, вот молоток, вот стена. Но то, окажется ли гвоздь в стене, зависит от наших собственных действий. Simply knowing the nail, knowing the hammer, knowing the wall, you can't hang a picture. Итак, если мы просто знаем, что вот это гвоздь, вот это молоток, вот эта картина, вот эта стена, не повесят эту картину на стену. And therefore, initiation comes also with the commitment of a practice. Итак, именно по этой причине посвящению сопутствует обязательство практиковать или обеты практиковать. Usually, the commitment is the practice of that particular deity, but as I said earlier, if you already are doing various practices, it is best to then combine it, integrate it with that particular practice. Essentially, it is one. Как правило, эти самаи или эти обеты связаны с практикой данного конкретного божества, чье посвящение вы теперь получаете, чью абхишеку вы получаете. Но если вы получали уже другие посвящения, то, как я говорил ранее, вам полезнее будет интегрировать все эти практики в одну и не расширять, так сказать, в одну. And so it is essential to be able to keep that in mind. But today, because this is the first time for me here in Russia, I would like to give one particular samaya or commitment to all of you. Итак, в общем и целом таковы положения о посвящении, такова информация о посвящении. И теперь, сегодня здесь, поскольку я в первый раз нахожусь в России, первый раз посещаю Россию, я хотел бы дать вам одно определенное конкретное обязательство в связи с этим посвящением. Today, all of you, most of you have taken refuge together, and then you're receiving this very pithy or profound Vajrakilaya initiation together. And so with this initiation, I'd like you to all commit yourself to genuinely practicing tolerance towards one another. Я хочу взять с вас обязательство или передать вам обет
поскольку большинство из вас принимали здесь вместе сегодня прибежище, и большинство из вас будут получать теперь это глубокое сущностное посвящение Ваджракила, я хочу, чтобы вы дали себе слово гармонично и, так сказать, толерантно, с терпимостью относиться друг к другу. Particularly amongst the various Buddhist groups. В особенности относительно различных групп буддистов. It is going to be in the growing world of growth of Buddhism very difficult for us to begin to teach everyone that Buddhism teaches about selflessness if Buddhists among themselves cannot get along with one another. Очень сложно, приходя в этот мир, буддистами